Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня я хочу заморозить алычу на зиму. Замороженную алычу я в основном использую в супах на мясном, рыбном или на курином бульоне. Алыча не меняет цвет супов, но при этом добавление этого низкокалорийного продукта в супы придает самому обыкновенному супу самый необыкновенный, самый неповторимый аромат и вкус восточной сказки. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! Пока я буду делиться своим рецептом и опытом замораживания алычи на зиму, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А понадобится мне для этого только сама алыча. Вот и все. Указать перечень и количество всех ингредиентов нет необходимости. Но все же я оставлю под видео информацию о том, сколько алычи я сегодня заморозила. Итак, у алычи отрываю плодоножки и кладу в воду примерно на час. Затем несколько раз меняю воду. Каждый раз, когда меняю воду, тщательно мою алычу, после откидываю их в дуршлаг, а затем на хлопковую скатерть, чтобы вода стекла. Этот процесс не занимает особо много времени, и это обязательно стоит делать. Ну что ж, алыча уже чистая, я ее хорошенечко просушила. Теперь собираю чистую и сухую алычу по герметичным пакетикам. Хочу подчеркнуть несколько моментов, так как даже в этом, казалось бы, незамысловатом деле есть пару тонкостей. Если вы, так же как и я, планируете замораживать алычу для супов, то не советую применять для этого крупные и дорогие сорта алычи. Поверьте, для этого прекрасно подойдут даже самые мелкие сорта алычи. Это даже лучше, так как мелкие сорта намного кислее, чем крупные. А нам как раз таки нужна кислинка алычи. Именно по этой же причине не советую замораживать спелую, тем более переспелую алычу. Для замораживания подходит молодая алыча. Не советую все количество алычи положить в одну емкость. А что касается меня, я разместила их по двум герметичным пакетикам, так как каждый раз, открывая пакет, в котором сохраняется продукт, в пакетиках нарушается температурный баланс и микроклимат. Тем более, что нельзя допустить повторное замораживание, размораживание, естественно. Стоит чуть-чуть загуглить, чтобы узнать, насколько вредно повторное замораживание любого продукта. В этой связи должна отметить, что перед применением не стоит размораживать алычу. Лучше сразу закинуть в суп, так как микроэлементы в замороженных продуктах лучше сохраняются, если они сразу попадают в термообработку. А алыча содержит достаточно много полезных витаминов и минералов. Алычу
как и любой другой продукт, перед заморозкой надо мыть. Это в обязательном порядке, так как замороженную алычу невозможно будет мыть, она просто расплывется у вас в руках. Что ж, герметичные пакеты с алычой на зиму готовы, и я сразу убираю их в морозильник. Вуаля, как говорится. Попробуйте заморозить алычу на зиму своими руками без консервантов и прочих добавок, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Всем приятного аппетита! Поверьте, добавление буквально 5-6 штук алычи в суп придаст самому обыкновенному супу самый необыкновенный и самый неповторимый аромат восточной сказки. Друзья, внизу под видео оставлю ссылку на плейлист супов на моем канале. Во многих из них я применяю алычу. Если вам интересно, можете перейти на плейлист супов. Также вы можете перейти на плейлист супов на моем канале, нажав на подсказку, которая сейчас отразится на верхнем углу экрана. Дорогие мои подписчики и гости моего канала, я была рада поделиться своим рецептом и всеми тонкостями замораживания алычи на зиму. Замораживаете ли вы алычу или другие продукты на зиму, или все-таки вы предпочитаете их сушить? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!